Доброе утро, друзья! И знаете, куда мы прилетели? Привет. Мы прилетели в Калифорнию, в Мексику. Коль, ну надо определиться, в Калифорнию или в Мексику. Чувствуешь? Пахнет чем-то. Такой Тебе интересный. жарко просто. Это запах твоей тройки по географии, Алина. Потому что Калифорния – это изначально территория Мексики. Америка просто потом отграбастала себе кусочек, так же, как я отграбастал себе золотую карту, а ты отграбастаешь себе 100 баксов. Мы еще не Орел. решили. Решка! Оп. Ой, смотри-ка, я только что отграбастал тебе золотую карту. Ну, бывает же такое, Коля. Но с другой стороны, буду расширять географию. Пойму, где Мексика, где Калифорния. Ну, так бы изначально сказал, я бы тебе так отдал золотую карту, чтобы у тебя все было хорошо с образованием. На, Спасибо. купи Коль. себе знания. Ой, а вот и запах ушел. Вместе с Колей. Все считают, что Калифорния – это где-то в Америке. Но, оказывается, у Мексики есть своя Калифорния. Это огромный полуостров, который одновременно обнимают и море, и океан. А вариаций для отдыха тут столько, что хватит на несколько уикендов. Claro que sí! Все мексиканцы любят большие тачки. Но я решила пойти дальше. Где там эта дверь? Лимузин? «Шевроле Субурбан лимузин». Длина 11 метров. Ширина больше 2 метров. Вместительность 11 человек, не считая водителя. Корпоративы, дни рождения, мальчишники, девичники. У нас как бы так используют лимузин. Чем он отличается от нашего, сейчас посмотрим. В принципе, все то же самое. Подсветка, бокальчики. Кожаный салон, телевизор, люк. Но если в нашем лимузине шампанское, то здесь мексиканская текилка. Ой. Точно текила. Не будем рисковать, не будем. Ой. И обойдется мне это все в $200 в час. Могу сказать, что впервые я со своим ростом вытянула ноги в машине. $1800 песо. Этих денег, конечно, на лимузин не хватит, но оно и к лучшему. А то хватило бы на лимузин, и что? Доехал бы я до города, вышел бы там без денег, и сосал бы лапу и чесал сомбреро. Да, амиго? Давайте, подвезешь меня до города? С моим бюджетом только так. Я. Не едет конь. Ладно, пойду на автобус. Билет на него стоит $4. И уже через полчаса я буду в мексиканском курортном раю, в городе Кабо-Сан-Лукас. Ой, ну а теперь, когда каждый на своем месте, я с кондиционером, Николай с рюкзаком, продолжим разговор. Полуостров Нижняя Калифорния образовался относительно недавно, каких-то 12 миллионов лет тому назад. Как раз в том месте, где река Колорадо впадает в море. Полуостров Калифорния с запада омывается Тихим океаном, а с востока – морем Кортеса, которое так называют только в Мексике. За пределами это море именуется Калифорнийским заливом. Калифорния всегда была мега популярным местом. Раньше здесь тусовалось около 10 индейских племен. Фотка с одной из тусовок. Итак, флаг Южной Нижней Калифорнии. 4 рыбы означают богатство местных океанических вод. А ракушка – борьбу, которую вели
местные за границей своих территорий. Всю жизнь Калифорния принадлежала Мексике. Только около 170 лет назад американцы отгробастали себе лакомый кусочек. Парни, ничего, мы вернем все, вернем, так заживем. Что такое мексиканская Калифорния, мы разобрались. Время знакомиться с городом, главным курортом полуострова. Курорт Кабо-Сан-Лукас первыми открыли голливудские звезды. Еще 60 лет тому назад. Приехала новая звезда. Вернуть этому местечку былую славу. Ой, hello. Чтобы понять, чем же это место так приглянулось селебам, я отправляюсь в небо. Кабо-Сан-Лукас – россыпь невысоких домиков, зажатых между горами и океаном. Этот рыбацкий городок уже пару сотен лет не менял свой облик. Единственное, что здесь обновилось – это побережье. На нем настроили просто уйму фешенебельных вилл, роскошных отелей и яхт-клубов. И все это в угоду богатеньким туристам, которых ежедневно доставляют сюда огромные круизные лайнеры. Безумно красиво сверху. Наблюдается тем, как просто посреди вот этого зеленого ковра рассыпались белые домики. Это очень красиво, эти скалы острые, совершенно, которые просто находятся в объятиях моря. Света невообразимого. Надо прилетать сюда и это видеть, потому что, я не знаю, это просто мечта, правда. Да, Алина, не сомневаюсь, что сверху городок выглядит прикольно. Но если вы решитесь прогуляться по его улочкам, будьте готовы к разочарованию. Выглядит это как деревня, мексиканская деревня. Разве что с магазинами и супермаркетами. Смотреть нечего. Простите, а где центр города? Да, что? Центр? А, центр. Там даунтаун, а центр вот, собственно, это и есть центр. Окей, спасибо. То есть это центр города. Думаю, нужно двигать на пляж. Местный Uber. Let's go. Sing. Такси, такси. Как вы уже поняли, главная достопримечательность Кабо-Сан-Лукас – это побережье с его шикарными отелями. Поэтому вашему вниманию владелец высших наград в гостиничной сфере – Las Ventanas al Paraíso. Роскошный курортный отель, который находится на первой линии моря. И я буду жить в его самой дорогой и шикарной вилле. Это двухэтажный дом площадью 2600 квадратов и стоимостью, только вдумайтесь, $45 тысяч в сутки. За эту сумму вы получаете бассейн, бар, джакузи, бильярд, массажный кабинет и персональное поле для гольфа. А внутри спальня, гостиная, еще одна спальня и ванная с видом на океан.
Но и это еще не все. За эти огромные по всем меркам деньги меня 2 дня будет кружить целая команда персонала. Я буду следить за тем, чтобы вы не заскучали. Я буду готовить вам еду. Я буду заправлять вашу постель. Я буду делать массаж ваших стоп. Я буду чистить ваш бассейн. Nice to meet you. Как красиво. Кроме того, весь уикенд в моем распоряжении собственный ансамбль музыкантов мариачи. Как красиво! Это текила? А также круглосуточный безлимит на напитки и любые гастрономические прихоти. Люблю Мексику! 15 минут на тракторе, и вот он, главный пляж Кабо-Сан-Лукас. Называется он Медана-Бич. И, как по мне, это один из самых лучших пляжей за весь морской сезон. Масштаб поражает. Пейзажи сводят с ума. Да и вообще, куда ни взгляни, кадр для открытки. Но пора взять себя в руки и с хладнокровием профессионала провести экспертизу этого пляжа. Плотность отдыхающих. Отдыхающие плотные. Ну, как большинство американцев. Контингент, американцы и те, кто их развлекает. Инфраструктура есть, но работников инфраструктуры значительно больше, чем самой инфраструктуры. Короче, подошел ко мне мексиканец и говорит, если что-нибудь скажешь плохое про наш песок, я тебя закопаю. Так вот, песок жесткий. Жесткий на ощупь не очень. Учитывая все критерии, пляж Медана-Бич получает 5 с минусом. Все-таки слишком много людей. Вода! Богачи не отдыхают на общественных пляжах. У них в распоряжении есть свои, личные. И что самое прекрасное, каждая песчинка и каждая волна твои. Идиллия. Hello, guys. Как вы уже знаете, в самом городе интересностей нет. Но зато в округе их полным-полно. И к одной из них я и отправился. Я такого трафика на воде никогда не видел. Посмотрите, лодка за лодкой. И везде туристы. Буквально проплыв 10 минут, ты понимаешь, что как магнит тянет сюда туристов. Там, где встречаются море и океан, где волны и ветер слились в дуэте, много лет тому назад образовались сумасшедшей красоты скалы. Раньше в этих скалах прятались пираты. И когда подплывали корабли, груженные
золотом или другими драгоценностями, пираты нападали вот так, незаметно, разбивали, грабили и уплывали. А сегодня вместо пиратов здесь тусуются туристы. А еще пеликаны и морские котики. Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. Кис-кис-кис-кис-кис. Какой красивый. Ой, какой он огромный! Мама! Сам Жак Кусто говорил, что море Кортеса удивительное место. Ой, не врал! Ой, не врал! Говорит, что в этом море очень много живности, как вы заметили. И рыбы много. Только я что-то боюсь теперь в водичку-то лезть. А все потому, что помимо прикольных котиков и всяких рыбок, здешние воды кишат акулами. Я сама в это не верю, если честно. Я же за это деньги даже буду платить. За то, чтобы поснорклить с акулами. Снорклинг с акулами – это новое модное экстремальное развлечение. Его опасность в том, что поведение акул непредсказуемо, и любая попытка поплавать рядом с ними может закончиться трагедией. Видите, развлечение богатого туриста. Мы берем рыбу, вот такую вот, желательно, чтобы кровянистая была. Подвешиваем вот сзади лодочки и делаем такую вот себе дорогу из крови, как бы приманивая акул. Не чтобы дома, под пледиком, сел, посмотрел фильм «Челюсти». Нет, что, у нас морской сезон, нам надо больше вот этого всего. Не успела я опомниться, как показалась акула. Подождите, я, наверное, не готова. Я, конечно, рада очень. Шарк. В смысле, вот так просто я надеваю ласты и туда? О мой бог, блин. Я не готова, блин, вы еще кровь туда подливаете. Блин, я боюсь. Блин. При встрече с акулой в голове проносятся сотни мыслей. Ты понимаешь, что сейчас находишься на ее территории. И если что-то пойдет не так, шанса у тебя просто не будет. Это, блин, вообще не смешно. Она огромных размеров, большая, вы видели? Просто метра, наверное, 1,5, метра 70. Можно объездаться, если честно. Очень страшно. На десятки рыбных туш к нам приплыла шелковая акула. Один из самых распространенных видов акул в здешних водах. Ее привычный обед – всякие рыбки, моллюски, на десерт любит тунца. Но этот хищник не брезгует даже человеком. Возможно, я сломала этому человеку руку. Потому что, когда подплывала акула, я делала вот так. Пока Алина пугала собой несчастную акулу, я добрался до еще одной достопримечательности неподалеку Кабо-Сан-Лукаса – водопад. Hello. Вход на водопад стоит $5. И в эту сумму входит проводник. Это и есть ваш проводник. Что? Он вас доведет Это мой проводник? куда нужно. Не, мне нужен проводник, а не поводырь. Прямиком к водопаду. Давай, вперед. Пошел.
Оказалось, что это собака одной из древнейших пород в мире – Ксоло Ицуинтли. Еле выговорил. А если же говоря проще, это мексиканская голая собака. Вообще, раньше у древних ацтеков... Раньше, а сейчас у древних ацтеков все типа по-другому. Вот такой вот информативный чувак. Вообще, у древних ацтеков эта порода собак считалась проводником души в рай. А сейчас они провожают к водопаду. Наверное, там какое-то райское местечко. Трава живет. В смысле, я тоже должен остановиться здесь и поесть траву? Все? Перекус закончен. Так, пес, пожалуйста. На тебя одна надежда. Ты мой проводник. Собака, пошли на водопад. Всего 5 минут, и я на месте. Вау! Вау! Класс! Это прям природный аквапарк. 1 водопад, 2, 3, 4, 5. Маленькие спуски, пороги, водичка. И, ну, на самом деле, течение не такое сильное в этой реке. Оно прям то, что надо. Поэтому вода наверняка теплая, приятная. А там сверху охлаждающая. Короче, это джекпот. Самое то после жаркого мексиканского дня. Кому недостаточно адреналина, недалеко от Кабо-Сан-Лукас есть еще одно развлечение – покатушки на баги. Баги – это вот такая небольшая машинка. Очень легкая, маневренная и проходимая. То есть способна преодолевать любые препятствия. А если еще учитывать то, что до сотни она разгоняется за каких-то 4,9 секунды, это идеальный аттракцион для получения адреналина. Но наибольший кайф ты получаешь, когда выезжаешь на бесконечный пустынный пляж на берегу Тихого океана. На тело накатывают волны удовольствия от скорости, свежего бриза и соли на губах. И знаете, сколько уже раз в морском сезоне мы видели моря и океаны, но каждый раз снова и снова поражаешься, насколько стихия воды может быть сильной, мощной и такой до сумасшествия красивой. Океан, ты прекрасен. Кабо-Сан-Лукас – туристический город, поэтому жилье здесь очень дорогое. Но есть лайфхак. Недалеко от города находится ферма черепашек. Им постоянно нужны волонтеры. Волонтерам они предоставляют бесплатное жилье и взаимодействуют с черепашками до самого, как говорится, не хочу. Вот это как раз мой вариант. Вот такой вариант. И вот таким пальцем я сейчас словлю автомобиль и доберусь туда бесплатно. Ребят, я волонтер. Волонтер. Помогите черепашкам. Отвезите меня на ферму.
Ух, ё. Ничего себе. Это какой-нибудь Джей Зи поехал. Помогите черепашкам, подвезите меня. Наконец-то фартануло. Ну все, полчаса, и я на месте. Hello. I'm Николай, nice to meet you. Это Марсела. Она директор этого волонтерского центра. Здесь занимаются спасением оливковых морских черепах, которые находятся на грани исчезновения и занесены в Красную книгу. Эти животные выбрали для размножения местный пляж и на протяжении всей жизни откладывают тут яйца. Чтобы зародыши не забирали любители черепашьего мяса, волонтеры занимаются своего рода выхаживанием. Здесь наша волонтерская база, а вся работа происходит на пляже. Пойдем покажу тебе, где ты будешь спать. Окей. Смотри, тут комната отдыха волонтера. Это моя кровать. Да, тут ты будешь с другими волонтерами. So it's free? С 3. Да, они сейчас работают. Слушайте, ну прям как хостел, но только бесплатно. Конечно, в Кабо-Сан-Лукас все экстремальные развлечения стоят недешево. Поэтому я по блату решила вам устроить маленький экстримчик. Найти бутылку с желанными 100 баксами. Ну что, идем? Чтобы найти заветную бутылку, отправляйтесь на выезд из города Кабо-Сан-Лукас, а именно на трассу номер 1. В начале трассы, в одной из опор моста, вас будет ждать клад от орла и решки. Посплю, я надеюсь, хотя бы пару часиков, пока не позвали меня на ночное патрулирование. Там черепахи будут. Я пока не понимаю, во сколько оно начнется. Ну, точно начнется. За мной придут, позовут меня. То ли яйца охранять, то ли черепахи будут нести. Я, короче, так и не понял. Ну, какая бы работа ни была, я с ней справлюсь. А пока спокойной ночи. Ну, у меня будет коротенько, пару часиков. У вас, может, получше. Спокойной ночи. Мой батлер сказал подняться на террасу, и что сейчас будет какой-то сюрприз. Ну что ж, вилла за 45 тысяч долларов. Должно быть что-то очень интересное. О, подарочек! А, как приятно! Что там? Gift from the Taiwan mansion. Пульт? Я не понимаю просто, что это такое. Это какой-то пульт? Oh, you have to do it to see what it is. Интригант какой. Говорит, нажми, увидишь. Хорошо. О, мой бог! Это салют! Это салют, офигеть! Индивидуальный салют уже включен в стоимость виллы. Представляете, таким способом здесь приветствуют гостей. Честно говоря, я впервые слышу о таком сюрпризе в отеле. Как это красиво было вообще! Thank you so much! Ой, это вообще... Так, я спать, у меня рыбалка на 5. Было классно!
Морские оливковые черепахи откладывают свои яйца ночью. Задача волонтеров — не спугнуть, дождаться окончания откладки яиц и собрать их, а уже утром закопать их на территории центра. Сыпятся яйца. Чувак, она прям, из нее, смотри, яйцо пошло. Боже, я черепаший акушер. О, боже. Окей, so I need to take... One. Я засунул руку за яйцом, и мне тут же сверху еще одно яйцо пришло. Свеженько. Честно говоря, я пока чуть-чуть переживаю, когда их беру. Очень хрупкие, как будто бы яйца. Во-первых, они холодные, во-вторых, ну, в общем, они как теннисные шарики, только, знаете, которые мнутся под пальцами. Процесс откладки яиц может длиться несколько часов. Думал, усну. Но нет, все, что происходит, настолько удивительно, что я максимально сконцентрирован. Она взрывает. Прикольно так взрывает. Ну что, мое первое патрулирование оказалось очень успешным. 66 яиц. 66 маленьких черепашат спасены. Спасибо, черепаха, за то, что не постеснялась при мне рожать. Такие крутые наблюдения сегодня. Это прям очень круто. Очень счастлив. И на этой позитивной ноте можно продолжать патрулирование. Вон еще целый пляж беременных черепах. Девчонки, я иду к вам. Я так бодро в 5 утра еще никогда не вставала. Знаете почему? Потому что у меня сейчас будет уникальнейшая рыбалка. Идем. Ну что, ребят, надо постараться сегодня. Хоп. Оп. Удочки натянуты, как мои нервы. Поехали! Let's go! За 8 долгих лет разные ведущие нашей программы десятки раз пытались поймать одну из самых быстрых и редких рыб в мире – марлина. Но тщетно. Пришло время разобраться с этой непрухой. Сегодня весь день я проведу в открытом океане. И буду сидеть на рыбалке до тех пор, пока марлин сам не приплывет в наши руки. Слушайте, да тут прям пробки из лодок. Не одна я в 5 утра на марлина. Конкуренты! А ну валите отсюда, он мой! Он мой! В 5 утра встать и столько лодок. Надо было в 4. Несколько часов поспал после дежурства и снова работать. Место работы волонтеров, как ни странно, напоминает грядки. Это огражденная территория, на которой в ряд высажены черепашьи яйца. С момента, как черепаха отложила яйца и до рождения, проходит порядка 2 месяцев. Потом задача работников центра и волонтеров – помочь малышам выкопаться из песка и сказать миру «Привет!». Собственно, чем я сейчас и займусь. О, черепашка. Смотрите, первый, вот он. Свежевылупившийся. Такой мягкий и такое ощущение, что очень хрупкий. Что там говоришь? Как тебя зовут? Донателло. Я назову Донателло. Я назову первых 4 черепашек. Я просто знаю для них имена. Это Донателло. Беги, дружище. Донателло. Так, сейчас мы тебе братика нароем.
впечатления просто удивительные. Во-первых, я не думал, что черепашки могут быть такими маленькими. А во-вторых, ну посмотрите, даже мужик не способен смотреть на это без умиления. А это Рафаэль. Так. А теперь у меня сразу двойня. Сразу двойня. Это Микеланджело. И как четвертого звали, не за черепашка? Ростик. Вот. И Ростик. Ростислав. Донателло, Микеланджело, Рафаэль и Ростислав. У меня просто у брата день рождения как раз будет, когда эфир программы. И ему будет очень приятно, что я в честь него черепашку назвал. Третий час мы плывем. Такое впечатление, что мы охотимся на какое-то мифическое существо. Но сам Хемингуэй описывал в своей повести «Старик и море» Марлина. Этот бедный старик там 84 дня пытался словить эту рыбу. И потом у него так и не удалось ее затащить на лодку. Ну ладно словить. Я просто хочу увидеть. Марлин – одна из самых крупных, сильных и быстрых рыб. Может вырастать до 5 метров в длину, достигать веса в 500 килограмм и развивать скорость до 110 километров в час. Поэтому для того, чтобы его поймать, судно должно все время находиться в движении, а снаряжение должно быть очень крепким и мощным. Если все-таки тебе каким-то чудом, вот чудом, удастся словить марлина и даже его не достать, а просто, чтобы он попался к тебе на крючок, то в любом случае ты не сможешь его привезти домой и похвастаться жене. Посмотри, что я словил. Потому что рыба охраняется законом. Ее надо будет отпустить назад. Теперь я прекрасно понимаю, почему рыбалку на марлина называют спортивной или трофейной. Ой-ой-ой-ой-ой! Ребят, чуть не проспала! Клюет, клюет! Он выпрыгнул, блин, он выпрыгнул! Огромный! Еще раз смотри, туда, не на меня, туда смотри! Я? Так как же, я же больше не смогу, вы чё? Ребята, вы чё? Оно же гнется! Я вижу, нифига себе! Блин, у меня нет такой силы, я сейчас еще 2 минутки, я уже не смогу. Ощущение, словно в спортзале. Тренер дал мне слишком тяжелый вес. Срывается! Слушайте, ну я буду считать это двойной удачей, если у меня получится его вытащить. Что? Привет! Ну где же ты так долго был? Где же ты так долго был? Ребята, это такой кураж, я вам передать просто не могу. Он сильный, капец! Привет! Впервые за всю историю «Орел и решка» мы словили марлина! Да! Мы это сделали, да! Все, плыви, рыбка! Ты исполнила мое желание! Да! Пока, малыш! Да! Я уже думала, что на сегодня моя рыбалка закончилась. Но на обратном пути... Он огромный, блин! На крючок попался второй. Ребят, тянет сильно!
Марлин – мечта каждого рыбака. И многие тратят всю жизнь, чтобы поймать хотя бы одного. Сегодня мне фартануло дважды. Ого! Я думаю, почему мне так было тяжело с тобой, парень? Вот это туша! Вот это туша! Я вижу. Уху! Да. По правилам рыбалки, если ты ловишь 2 рыбы, то одну ты можешь оставить себе. То есть по правилам вообще его всегда отпускают. Но если улов – это просто чудо. Если бывает так, что словил 2 марлина, то как бы по-честному рыбак забирает себе добычу. После чего судно с пойманным марлином вывешивает соответствующий победный флаг, чтобы все в здешних водах знали – сегодня удача была на нашей стороне. После целого дня беспрерывного копания наступил последний этап моего волонтерства. Когда всех созревших черепашек достали, их относят ближе к воде и выпускают на свободу. Давай, побежал. Вот я бы мог заниматься часами этим, сутками, годами, наверное. А потом, когда ты выносишь их сюда и вот так отпускаешь, даже нет слов для того, чтобы описать это чувство. Они еще не были дома, вот сейчас они попадают домой. Класс. Пробуйте, приезжайте, это колоссально нежный и приятный опыт. Это мы отпустили черепах только что, и нам в награду небо подарило такой закат. Я понял, как здесь все работает. Даже если вы раньше никогда не слышали о мексиканской Калифорнии, поверьте нам. Сюда точно стоит приехать. Оу, класс! Ради сумасшедшего драйва. Невероятных эмоций. Мой первый черепашонок. И для того, чтобы исполнить свои самые-самые заветные мечты. Он выпрыгнул! Блин, он выпрыгнул! Кис. Уху, точно текила! Боже, я черепаший акушер. Развлечение богатого туриста. Можно объездаться, если честно. Люблю Мексику! Да! Мы это сделали, да! Коля, марлин наш! О, боже ты. 8 лет, понимаешь, 8 лет не могли словить, а у меня получилось! Алина, я подготовился к этому событию и... На, держи. Ничего себе, но не 1 марлин, 2 марлина, Коль, 2! К этому событию я тоже подготовился. На. Это прям... Поздравляю, Алинка. Нас поздравляю, Коль. Ну давай, А я, ты знаешь, роды принимал. Сразу у 118 черепашек. Я заслуженный акушер Мексиканской области. Что? Черепашки? У тебя фотки есть? И у меня и видео есть. Мы программу вообще снимаем, Алина. Я тоже хочу посмотреть. Раз, два, три. Марлина словила, прикинь. Это твой стакан, а это мой. Так что со вторым марлином? Все по закону джунглей. Первого отпустили, второго забрали с собой. И ну что, за марлина. Друзья, чтоб вам везло, как нам, а? Пошли. Да, нафиг этот рюкзак, все. Орел и решка больше нечего снимать, марлинов мы словили. Я шучу.
Мы еще кита выпрыгивающего не видели. Оп, оп, оп. Оль, куда теперь?